Стереофотографии теперь можно смотреть на голографических дисплеях и с отличным 3D эффектом. Однако требуется специальная обработка фото. Посмотрим, как это сделать. Используем программу Triaxis Stereo Tracer для конвертации 2D плюс DEPS изображения в формат, пригодный для отображения на Looking Glass дисплей. Выберем исходную фотографию, снятую ранее смартфоном с помощью Google Camera в режиме Lens Blur. Такая фотография уже содержит исходное 2D изображение и карту глубины. На экране мы можем видеть исходную картинку и соответствующую карту глубины. Затем нам надо выполнить рендеринг изображения, формат, пригодный для отображения на дисплее. Я знаю, что для отображения на дисплее требуется 48 кадров. Ввожу это значение. Параллакс 35%, довольно большой, но дисплей прекрасно отображает такие изображения. И начинаю генерацию. Серия кадров, созданная программой, показывается на экране. Экспортируем полученную серию кадров. Для этого указываем место на диске и формат файла для показа на соответствующем дисплее. Полученное изображение будет состоять из всех сгенерированных ранее кадров. Добавляем файл в программу HoloPlay Studio. Убедимся, что количество строк и столбцов соответствует формату дисплея и выведем на голографический дисплей. Рассмотрим теперь использование стереопары в качестве исходных изображений. Выбираем тип проекта стереопара, затем выбираем исходный файл. Это MPO файл, снятый камерой Fujifilm Stereo. Открываем, выбираем тип проекта. Использование двух исходных кадров и двух карт глубины. Программа автоматически выравнивает исходные кадры и рассчитывает параллаксы исходных изображений. На следующем шаге мы имеем возможность выбрать карту глубины. Выбираем по умолчанию в данном случае. Это хороший вариант. Далее мы получили два кадра, и для каждого кадра мы видим свою карту глубины. Для левого кадра и для правого кадра, соответственно. Использование двух кадров даст нам возможность получить более реалистичный эффект оглядывания. Генерируем для показа на экране, для предварительного просмотра на экран 48 кадров. В режиме предварительного просмотра можно посмотреть, как изменяется вид сцены. Использование двух кадров дает нам реалистичный эффект. Например, вот на этом блике на стекле на одном из кадров есть блик, на другом нет. При наблюдении на голографическом дисплее это создает очень реалистичный эффект. Теперь нам остается экспортировать полученную серию кадров. Мы выбираем тип экспортируемого изображения, соответствующий Looking Glass портрет дисплею. Все, и можем нажать кнопочку экспорт. Мы видим, что изображение экспортировалось в файл, в котором содержатся все исходные кадры. Исходное изображение у нас альбомной ориентации, а дисплей портретный у нас имеются черные поля сверху и снизу каждого кадра. Для улучшения внешнего вида готового изображения мы можем использовать заполнение заднего плана
вместо этих черных полей использовать размытый фон исходного изображения. Это даст нам лучший эффект в готовом изображении. Вот такой эффект получился при выводе на дисплей Looking Glass. Рассмотрим еще один пример вывода на голографический дисплей изображения, созданного из стереопары. Возьмем стереопару, разделим ее на левый и правый кадры, открываем, выбираем проект с использованием двух исходных кадров. Программа автоматически выравнивает изображение и определяет параллакс. Затем генерирует варианты карты глубины. Казалось бы, карта глубины не очень хорошая, но давайте посмотрим, что у нас получится в итоге. Выполняем генерацию серии кадров для задач предварительного просмотра на экран и поставим плоскость нулевого параллакса, такую, как было определено в исходной стереопаре 48. То есть у нас изображение сцены будет чуть выдаваться вперед из экрана. Генерируем 45 кадров, просматриваем исходное изображение. Выглядит не так уж плохо. Я хочу отметить, что диалог генерации позволяет также сгенерировать изображение сразу в заданный файл. Мы можем указать место на диске, куда генерировать, и формат создаваемого изображения. Изображение создано. Посмотрим, как теперь выглядит оно на экране. Изделие из металла выглядит очень реалистично. Настоящие голограммы.